Мы все наблюдаем за развитием ситуации с нелегальными мигрантами на границе Беларуси с государствами Европейского Союза, Польшей, Литвой и Латвией. Как мы информировали еще в начале июня, диктатор и его сообщники подготовили и реализуют специальную операцию «Организация нелегальной миграции в страны ЕС», направленные на: первое – дестабилизацию ситуации на линии границ с Европейским Союзом, второе – создание внутриполитических противоречий в соседних государствах. Именно эти цели преследует режим. На глазах всего мира Лукашенко и его хунта используют тысячи людей в качестве инструмента давления на европейские страны и средства для организации гибридной войны. Это все является вопиющим примером кощунственного отношения к людям. Нам всем нужно понимать, что этот миграционный кризис – искусственно созданная ситуация режимом, а не вдруг и неожиданно хлынувшая волна мигрантов через Беларусь. Какие планы у режима? Наши источники говорят, что Лукашенко утвердил план, в рамках реализации которого в дальнейшем предполагается вооруженный конфликт на границе со странами ЕС, со стрельбой и ранениями. Будет ли он осуществлен? Приказ отдаст диктатор, а будет ли он исполнен? Решение в руках офицеров погранкомитета. Нам уже известно, что люди Виктора Лукашенко посетили Пакистан, Марокко, Тунис, Ирак и Афганистан, чтобы наладить новые потоки так называемых беженцев в Европу через нашу страну. К чему это приведет? Первое. К тому, что на территории нашей страны осядет большая группа беженцев из кризисного региона. Второе. К тому, что Беларусь окончательно станет страной-изгоем, страной растворившейся репутации в океане лжи и насилия. Третье. Страны-соседи построят вокруг Беларуси неприступные ограждения на границе. Четвертое. Можно ожидать, что в отношении режима расширят санкции. Мы из-за амбиций обезумевшего диктатора де-факто становимся Северной Кореей в центре Европы. Диктатор и его сообщники должны понести ответственность за противоправные деяния, нарушающие статью 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь и нормы международного права по запрету незаконного ввоза мигрантов, закрепленные соответствующим протоколом Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Важно, чтобы европейские страны заняли единую общую позицию по этому вопросу и ввели санкции в отношении всех лиц, причастных к этому, включая сотрудников Пограничного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, пропагандистских телеканалов, туристических операторов, всех тех, кто виновен в совершении этого международного преступления на глазах у всего мира, а также расширили секторальные санкции в отношении режима. Все действия хунты по созданию миграционного кризиса на восточных границах Европейского Союза будут задокументированы и добавлены в досье для признания гражданина Лукашенко и его пособников международными террористами.